Добрый день, это АВГУСТИН. Сегодня в студии будем обсуждать щепетильную тему, тему мужского здоровья. В мире сегодня Алена Балацанова, редактор Медобоза, привела к нам фантастических гостей. Друзья, доктор АВГУСТИН ФРАІЛЕ, уролог, координатор реконструктивной урологии и андрологии при университете Рамона из города Мадрид. Welcome. Thank you. Nice to see you here. Thank you. Юрий будет сегодня переводить, для того, чтобы было всем все понятно. Давайте, как говорится, начнем сначала. Да? Ситуация следующая складывается, о которой, в принципе, не очень удобно говорить всем там, мужчинам. Да? То есть бывают всякие ситуации и случаи, в которых проявляется эректильная дисфункция. Это одна из там, основных проблем, насколько я понимаю. Какие проблемы в мире вообще существуют с мужским здоровьем? Давайте начнем с этого. Let us start with the very beginning. You know that there come some really strange and difficult situations overseas concerning the men's health and men's problems. And what are we going to do with it? Mm-hmm. So I think there are two main problems for men in this area of the men's health. I would mention mainly the prostate cancer and then erectile dysfunction. Prostate cancer is the most common malignancy for men. Я думаю, что в этой области мы можем выделить две самые основные проблемы. Первое, наиболее важное, это рак простаты. И вторая, по степени важности, тем не менее, занимающая одно из основных мест, это эректильная дисфункция. В чем проблема? С чего начинается? Как развиваются эти болезни вообще с самого начала? What is the problem? What are the sources and what are the reasons for the beginning of this issue? И как много людей еще подвержены? То есть какой процент людей страдает? And how many people, what percentage suffers from this disease? Okay, so prostate cancer, as I said, is a very common disease. It's the most common malignancy for men, but unfortunately we don't know too much about the risk factors. We just know that aging it's a risk factor, becoming older is a risk factor for prostate cancer, and also our parents, our first-degree relatives to have a prostate cancer. This is another risk factor, and also obesity is a weak risk factor for prostate cancer. Как я уже сказал, рак простаты самое широко распространенное явление как проблема. И одним из факторов, которые мы должны учитывать, является взросление. И точно так же имеют к этому отношение наши родственники, родители. Возможно, это может передаваться по наследству, и это является причиной того, что в области мужского здоровья много людей, очень много людей страдают. What is the age? And concerning erectile dysfunction, because I talked about prostate cancer but not erectile dysfunction, we know much more about the risk factors for erectile dysfunction, which mainly are the general vascular risk factors, as everyone knows, like smoking, hypertension, hyperlipidemia, to have high levels of fat in our blood, or obesity. Obesity is a very strong risk factor for erectile dysfunction. Diabetes it's a very strong risk factor, and of course any pelvic surgery, like mainly surgery for bladder cancer, like a radical cystectomy, or for prostate cancer, radical prostatectomy, or also for colorectal cancer. They also can have erectile dysfunction. Okay. Ну и что касается второй проблемы, не рака простаты, а
эректильной дисфункции, мы должны упомянуть, что есть очень много рисков, провоцирующих развитие этой проблемы. И к ним мы можем причислять как и повышенный уровень жира, холестерина в организме, излишний вес, и курение, и очень много других факторов, которые сопровождают нас по жизни и не дают вести здоровый образ жизни. Это все приводит к эректильной дисфункции. Ну и кроме того, терапия, я так понимаю, после лечения онкологии, лучевая терапия, которая тоже влияет на эту функцию. Да, только что да, еще было сказано про то, что если, например, речь идет о восстановительных периодах после операции рака, Простаты. ректальной области простаты, да, восстановительный период тоже может быть провоцирующей причиной. А почему эта болезнь молодеет? Почему сейчас большее количество молодых людей страдают от этой проблемы? Why does this disease become younger? Why more and more young people start to suffer from it? Well, there are several factors. I would say, first of all, is that nowadays young people look for a solution more than they did some years ago. So it's not only that there are more young people with erectile dysfunction, but also that these people look actively for a solution for their problem. Because some years ago maybe they were ashamed, they were shy, and they didn't want to talk about this, but this has changed. And also nowadays there is this epidemic of obesity. We don't have this like active health style in many times. We see a lot of fat people that we didn't see before. There is also many people consuming drugs like cigarette smoking or cannabis that affect negatively to our erectile health. Мы должны рассмотреть несколько факторов. Первое, что нужно отметить, это то, что молодые люди, да, больше молодых людей начали от этого тоже страдать, от эректильной дисфункции. Но с другой стороны, что позитивно, что хорошо, что молодые люди начинают в наше время искать варианты решения этого вопроса, этой проблемы, потому что несколько лет назад было стыдно людям об этом говорить, они пытались как-то это обойти. Сейчас они ищут решения, и это хорошо. И второй аспект, все больше и больше в наши дни параллельно с улучшением ситуации, все больше и больше людей в наши дни, мы видим, страдают от ожирения, от нездорового образа жизни, от злоупотребления курением, употреблением алкоголя, разных видов наркотиков и так далее. И вот эти два фактора являются связывающим звеном в этой ситуации. Я бы еще отметила, мы с вами обсуждали, что по статистике 75% больных эректильной дисфункцией, они потом страдают от инсультов и инфарктов. И эректильную дисфункцию, по сути, можно считать предиктором этих заболеваний. Как это связано и насколько эта теория работает, насколько она действительно является показателем? I would like to know that according to statistics, 75% of people who suffer from the erectile dysfunction, they end in getting the heart attacks. And what about this theory? Is it really true? Well, it's not exactly like that. It's not that 75% of the people that have erectile dysfunction will have a heart attack, but opposite. Most of the people that have a heart attack, they suffered before erectile dysfunction. So erectile dysfunction, it's a very important risk marker for a heart attack or stroke.
So it's like a red light that switches on. So our patients with erectile dysfunction, they should know that if they go on with their bad habits, they can suffer a heart attack in 1, 2 or 3 years. Да, ну на самом деле, как говорит наш гость, ситуация как раз наоборот. Ситуация в том, что 75% тех, кто подвержены риску инсульта или инфаркта, они в результате могут страдать от ректальной дисфункции, потому что на это есть логические причины, и этому есть научное объяснение, это понятно. По-моему, они до этого. Они до этого у них есть больше шансов. И это есть маркером того, что через 2-3 года, у них если есть они будут больше продолжать шансов, свои плохие да, привычки, да. у них точно есть шансы получить сердечный приступ или инсульт. 75% наоборот. Да, 75% наоборот. Друзья, сейчас мы уйдем на небольшую паузу, и после паузы продолжим наш эфир и будем продолжать разбирать все вопросы, которые связаны с мужским здоровьем. Дождитесь, пожалуйста, это АВГУСТ ТВ. I think this probably